консалтинг. Итак, друзья, в начале данного видео мы говорим о колебательных процессах длиной в 1 месяц. Начнем с того, что обсудим, что произошло в Николаеве, что произошло в Одессе. Это я вам показываю на карту. Ну, город Херсон, у меня, друзья, как бы информация есть, но я не записываю сознательно, потому что там рынка, по сути, нет. Слышал, что там уже насильственная эвакуация объявлена там в каких-то районах. Ну, в общем, сами понимаете, город, который обстреливается, который конкретно прифронтовой, какая там недвижимость может быть. Итак, друзья, рассказываю, как пользоваться данной информацией. Значит, город Николаев. Видим сводные данные, или еще это называется легенда карты. Это данные, которые характеризуют в целом процессы, которые я наблюдал на протяжении 1 месяца. Давайте быстро пройдемся, опять же, тезисно по основным параметрам, которые характеризуют состояние рынка. Население, друзья, довоенное 486 тысяч. Сколько сейчас живет в Николаеве? Я думаю, что если 1200-250 живет, то это очень даже хорошо. Но я могу ошибаться. Люди, которые живут в Николаеве, мои подписчики, напишите, пожалуйста, мне интересно будет услышать ваше мнение. Визуально, насколько больше людей или меньше стало, чем было до войны. Количество предложений, друзья, которые были зафиксированы мною и компанией Олимп Консалтинг на рынке жилой недвижимости, квартиры, которые выставляются для продажи. Мы, ну еще раз повторюсь, я и компания Олимп Консалтинг производим мониторинг благодаря программному обеспечению, которое называется Олимп News. У меня есть соответствующие документы на данный продукт, то есть это и авторское право, и патент. И мне это позволяет программное обеспечение работать с большими цифрами. Ну, на примере количества предложений, которые появились в сети интернет, а мы мониторим все крупные интернет-порталы и сайты. 9500 объектов жилой недвижимости. Вы можете себе представить, насколько релевантна выборка. Она также однородна, так как дальше мы будем говорить в разрезе сегментов рынка, первичный, вторичный рынок и в разрезе классификации. Что, собственно, дает мне достаточно большую уверенность и достаточно точно понимать процессы, которые я наблюдаю. То есть это не 3, не 4, не 5 объектов, которые там можно увидеть у оценщика, который там делает выводы определенные о том, что происходит с рынком, при этом оценивая какой-то объект, да, я вам говорю о цифрах, которые просто несопоставимы с теми смешными 5 предложениями на рынке, которые, в общем-то, в соответствии с национальными стандартами применяет в своих, так сказать, работах оценщик. Уже не говорю про людей, которые называют себя риэлторами, которые, дай бог, если 3 квартиры за год продают, это уже счастье. О каком анализе рынка недвижимости можно говорить с ними? Итак, 9500 объектов, что на 2,2% больше, чем это было, естественно, в прошедшем, что там у нас, мае месяце. Социальное жилье, стоимостной параметр. Говорим только в процентном соотношении. Снижение минус 0,21%. Друзья, город Николаев ведет себя достаточно, ну вот рынок недвижимости ведет себя достаточно разумно, прогнозируемо. Почему? Потому что прифронтовой город, и что росла стоимость квадратного метра, это нонсенс. Хотя мы дальше будем говорить о Одессе, по которой сейчас шарашат так, что, наверное, там по несколько суток люди не спят, да, а там продолжает расти стоимость квадратного метра. Но сейчас мы о Николаеве. Итак, социальное жилье минус 0,21% за месяц. Эконом-комфорт, бизнес-класс, это вторичный рынок, снижение минус 0,16%. Первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класс, это квартиры, не сданные в эксплуатацию, незначительная динамика роста, плюс 0,23%. Друзья, напомню вам, что первичный рынок это квартиры, которые еще не построились, поэтому и с учетом тех внешних факторов, которые присутствуют, а внешний фактор это война, то во многих городах, в том числе и в городе Николаеве, вряд ли на первичном рынке жилищные комплексы, которые начали строить до войны, будут вообще построены. То есть это огромные риски. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,78%. Итак, переходим, друзья, к городу Одесса. Город Одесса не перестает удивлять. Уже весь 2025 год там стоимость квадратного метра росла.
Потом полгода мы видели незначительную динамику снижения, чуть меньше полгода. И вот теперь опять летние месяцы, так сказать, у людей что-то с головой, я предполагаю. Людей, это люди, которые продают недвижимость свою, это или просто продавец, или риэлтор, посредник, который выступает при продаже. То есть здесь стоимость растет действительно, и этому абсолютно нет никакого ну, логического объяснения. Начнем с населения. 993 тысячи. Довоенное население, друзья, но сейчас понятно, что одесситы, которые меня смотрят, кстати, писали, что людей стало значительно меньше, но это можно только оценить, когда нет сезона, туристического сезона, несмотря на то, что идет война почти 5-й год, и Одесса — это единственное место, где можно, в общем-то, отдохнуть, ну, по крайней мере, людям, которые не в призывном возрасте, ну, и понятно, что женщинам, старикам. Что, собственно говоря, люди и делают, потому что 4 года по подвалам сидеть, все-таки тут море, как-никак можно там, ну, хотя бы получить удовольствие от того, что ты действительно греешься на солнце, а не сидишь в подвале. Поэтому сейчас, конечно, трудно сориентироваться будет, сколько людей, больше, меньше стало, но еще раз повторюсь, мне уже писали и говорили, что да, действительно людей стало меньше, но об этом можно говорить вне сезона. Я еще раз повторюсь, я думаю, что 700 тысяч где-то проживает сейчас в городе Одесса. Количество предложений, которые попали в наше поле зрения. Вот посмотрите, насколько сильно меняется разница. Всего лишь в 2 раза больше город Одесса по населению, чем город Николаев. А разница в предложениях аж 37 300 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок на 0,8% больше, чем это было в мае. То есть переполнен рынок недвижимости, переполнен предложениями, друзья. Это, ну вот даже вот на примере, еще раз повторюсь, Николаев, который в 2 раза меньше, ну если экстраполировать, то, наверное, квартиры, выставленные для продажи, должно быть ну, примерно так же, сопоставимо, да, то есть здесь должно быть там чуть больше в 2 раза, а здесь нет, не в 2 раза, а сколько, в 4 даже, да, в 5, наверное. Итак, друзья, рынок недвижимости по предложениям города Одессы перенасыщен предложениями, еще раз. Социальное жилье. Рост с какого-то перепуга плюс 0,27%. Ну, это вот то безумие, которое я наблюдаю уже 3-й месяц. Помните, начало года мы видели снижение, и теперь опять мы начали наблюдать необоснованную динамику роста. Ну, поживем, увидим, что произойдет до конца года. Ну, а я, в принципе, все равно о прогнозах буду говорить в конце видео, то есть и свою логику рассуждения попытаюсь донести до вас. Дальше, друзья, говорим о эконом-комфорт бизнес-классе. Вторичный рынок, рост 0,51%. Первичный рынок, квартиры эконом-класс выросли на 0,31%. Ну и видим, что первичный рынок, комфорт бизнес-класс, та же, друзья, что положительная динамика роста. Плюс 0,41%. И первичный рынок квартиры элитного класса, видим динамика роста плюс 0,35%. Подводя итоги, переходим к, друзья, вот внизу табличка экселевская, где на примере одного класса рынка недвижимости, социальное жилье, это самый большой класс рынка недвижимости, посмотрим, что же произошло за месяц. Одесса показала нам рост плюс 0,27%, город Николаев показал минус 0,21%. Итого мы увидели в целом по региону, ну это среднее арифметическое число, 605, как оно считается, вы знаете. Незначительная динамика роста, плюс 0,08% в течение 1 месяца. То есть, ну, за счет того, что Одесса растет, а Николаев, видите, чуть меньше, снижается стоимость, положительную динамику. Видим, индекс положительный, единичка, запятая 0,01. Ну,